После того, как Konami отказались от нумерации последующих частей eFootball, новостей и слухов про следующую номерную часть не так много, как того хотелось бы. И в принципе оно неудивительно, учитывая, что теперь вот самым что ни на есть прямым образом Konami позиционирует eFootball как прямолинейную, не изменяющуюся игру, у которой просто меняются сезоны. В то время как с нумерацией, когда было eFootball 2023-2024, там еще была какая-то, ну грубо говоря, преемственность, хоть и схожей концепцией. Тем не менее, пара-тройка интересных слухов и в принципе новостей, которые дают представление о следующем обновлении в следующем сезоне, у нас имеются. И именно о них сегодня и предлагаю поговорить поподробнее. Как и всегда, с вас комментарий под этим роликом и лайк, чтобы помочь ему с продвижением. Ну а если вы находитесь здесь впервые, обязательно подписывайтесь на наш канал. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. А выводить средства с их сайта стало еще выгоднее, нежели раньше. И теперь комиссия с вывода снижена с 10% до 5 или 6% в зависимости от выбранного вами способа. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Первый слух касается будущей лицензии, которая может вернуться в рамках следующего футбольного сезона и, соответственно, eFootball в частности. Речь идет о возвращении Ювентуса в состав eFootball и повторное сотрудничество с Konami. К сожалению, прямых предпосылок для возобновления данного сотрудничества у нас немного, но с другой стороны, именно что вот косвенных предпосылок более чем достаточно. Например, мы можем вспомнить кейсы других итальянских клубов в лице Интера и Милана, которые некогда сотрудничали с Konami и с Пеской, но потом внезапно ушли к FIFA и также внезапно вернулись к eFootball и в принципе до сих пор продолжают свое сотрудничество. У нас есть более актуальный кейс в лице того же самого Байера, который внезапно прекратил сотрудничество с Konami и также внезапно его возобновил. Соответственно, теперь мы наблюдаем в игре и реальную команду. Ну и также один немаловажный момент: в игре достаточно много карточек от Ювентуса. Наверное, Ювентус — это одна из тех команд, которая не имеет лицензию в eFootball на данный момент, но игроки которые достаточно часто появляются в различных паках. Ну, в частности, я говорю про эпические карточки. Тут вам и Буфон, который заключил сотрудничество с Konami, тут вам и Кьелини, тут вам и Тюрам от Ювентуса. И это только то, что вспомнилось попервой. Я более чем уверен, если так вот попытаться вспомнить поподробнее, то за последнее время выходило также немало карточек с игроками Ювентуса. То есть представителей этой команды в игре достаточно много. Опять же, несмотря на то, что лицензия на этот клуб отсутствует. В принципе, каких-либо опровержений в отношении данной новости не было, точно так же, как и подтверждений. Поэтому все, что нам остается, так это просто продолжать следить за развитием событий. И следующая новость касается игрового движка eFootball 2026. Мы ее затрагивали в отдельном ролике, но также проговорим в лишний раз и здесь, только уже вкратце. В частности, в рамках eFootball 2026 или просто обновление eFootball в следующем футбольном сезоне, переход с 4-й версии Unreal Engine до 5-й версии не планируется. Опять же, почему это не так важно, я рассказывал в одном из роликов, подсказка на который выскочила в правом верхнем углу. Но если в целом обратить внимание на причину, почему Konami не торопится переводить игру с одной версии движка на другой, то в принципе здесь все более чем прозаично и более чем понятно, поскольку игровая индустрия переживает не то чтобы кризис, нет, испытывает просто проблемы с игровыми движками. И если раньше под различные AAA проекты поменьше создавались свои собственные движки, то сейчас по большей части, половина игр, наверное, используют тот же самый Unreal Engine. И большинство последних тайтлов, которые разрабатываются именно на 5-й версии движка, испытывают проблемы с разработкой. Соответственно, я думаю, что переход на 5-ю версию Unreal Engine для eFootball также будет не самой простой задачей. Даже не то, чтобы все перенести, я думаю, это не проблема. То есть перенести ассеты, анимации и прочие моменты, сколько это все оптимизировать и сделать более-менее играбельным. Ведь как раз таки
с производительностью, с рендерингом у пятой версии движка и наблюдаются проблемы, из-за чего большинство разработчиков выражают свое недовольство данной версией Unreal Engine. И именно поэтому Konami в лишний раз не торопится переводить свое детище с четвертой версии на пятую. И, соответственно, в следующем футбольном сезоне ситуация также не изменится. В общем-то, новостей по предстоящему будущему обновлению у нас пока что не так уж и много, но я свое дело сделал, воды налил. Теперь остается дело за малым, а именно за вашими комментариями, в которых вы поделитесь своими впечатлениями от всего услышанного. Как вы думаете, увидим ли мы Ювентус снова в лицензированном виде? И если нет, то кого бы вы хотели видеть вместо них? Поддерживайте это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну и также не забывайте про наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании под этим видео. Я же всех благодарю за просмотр и активность под этим роликом и желаю вам всем удачи. До скорых встреч! Nothing's gonna stop us.